Итак, сказка «Принц Ворон», глава 6. Анисия в замке Ворона. Однажды в поисках новых трав Анисия забрела далеко от своих знакомых мест и заблудилась. Она пыталась найти дорогу, но вместо этого уходила все дальше и дальше в лес. Она шла куда-то вверх по холму. На нем почти не было кустов и травы. Она хотела взобраться повыше, чтобы осмотреться и попробовать найти обратный путь. И тут ее нога наступила на камень. Оступившись, она упала и покатилась вниз. Руками девушка пыталась зацепиться хоть за что-нибудь, но ничего не получалось. Она докатилась до опасного обрыва и сорвалась вниз. От испуга крикнула: Помогите!» И тут в небе появилась огромная черная птица. Она подхватила своими лапами девушку и взмыла ввысь. От такой высоты в груди у Анисии все замерло, и она на время потеряла сознание. Когда девушка очнулась, то увидела перед собой ворота в неизвестный замок. Она поднялась, огляделась. Этот таинственный замок стоял на высокой скале. Вокруг него росли непроходимые заросли деревьев и колючих кустарников. Было так высоко, что смотреть вниз было жутковато. Ей ничего не оставалось делать, как войти внутрь. Когда заморашка подошла к воротам, они открылись перед ней сами собой, и она спокойно вошла. Замок был каменный, с остроконечными башнями, их было несколько, и, глядя на то место, где находился замок, казалось, будто это чьи-то огромные когти торчат вверх. Она прошла по небольшой площадке к дверям, которые вели в сам замок, и двери перед ней распахнулись так же, как и ворота, сами собой. Она вошла и оказалась в большом красивом зале. Он был хорошо прибран, мебель была изысканной, подобрана со вкусом. Все стены и потолок украшены лепниной. Создавалось впечатление, что здесь живут люди, но никого не было видно. Она прошла дальше по залу и увидела лестницу, ведущую наверх. Девушке стало интересно, и она решила подняться и посмотреть. Когда заморашка поднималась по лестнице, то разглядывала стены, потолок. Она раньше никогда не видела такого красивого убранства. Анисия поднялась и оказалась на площадке, которая вела в еще одно помещение. С левой стороны была дверь. Она была не закрыта, а чуть-чуть прикрыта. И она вошла. Это была спальня. Посреди стояла большая красивая кровать. Стены и потолок тоже были украшены красивыми веточками из лепнины, на которых кое-где сидели птицы. Вокруг стояла красивая изысканная мебель. Здесь было также прибрано и уютно. Побыв здесь не больше минуты, она вышла и спустилась вниз. Пройдя немного дальше по залу, она увидела еще одну дверь и услышала, как за ней доносится какой-то шорох. Девушка подошла поближе к двери и постучалась. Никто не отозвался. Она постучала еще раз и спросила: «Простите, можно войти?» Но ей снова никто не ответил.
Анисия осмелилась, открыла дверь и вошла. Это была комната, похожая на кабинет. У стен стояли шкафы с книгами, ближе к окну стоял стол, на столе подсвечники со свечами. Они были наполовину сгоревшими, и это означало только одно – здесь действительно жили люди. Позади стола стоял стул с вырезанными фигурками по всему периметру спинки. Спинка была красивой, резной. Разные птицы были выбиты прямо в каменных стенах, и это придавало комнате таинственности. С левой стороны в стене было окно, и оно было открытым. Из него дул прохладный, освежающий ветерок. Как только девушка повернулась, чтобы уйти, она снова услышала шорох за окном и посмотрела в ту сторону, откуда доносился шум. И именно в этот момент в комнату залетел ворон. Усевшись на стул, он произнес: «Кар!» Замарашка расплылась в улыбке. «Так это ты? Это твой замок? Или это замок твоего хозяина?» С восторгом в голосе произнесла она. «Кар!» — услышала она в ответ. Анисия склонила голову и тихим голосом сказала: «Прости меня за мое вторжение в твой дом без спроса. Мне очень неловко. Я не по своей воле тут оказалась. Меня сюда принесла огромная птица. Я уж подумала, что она меня унесет в свое гнездо и скормит птенцам». Немного погодя, она снова сказала: «Мне было очень страшно, но когда я очнулась, то оказалась прямо у ворот этого замка». «Кар!» — снова крикнул ворон и переместился на ее плечо. «Не бойся, здесь тебя никто не обидит», — услышала она голос прямо возле уха. «Ты умеешь говорить?» — удивилась Анисия и повернула голову к нему. «Да, но об этом никто не знает. И теперь об этом знаешь только ты». «Так ты служишь своему хозяину и живешь у него в замке?» «Нет, не совсем так. Скорее мы мирно и дружно живем вместе. Он бывает здесь только ночью, а я днем, так что мы не пересекаемся и не мешаем друг другу. Тебе не о чем волноваться». Ворон переместил свой взгляд вниз. «Покажи мне свои руки», — попросил ворон. Анисия протянула к нему свои израненные и окровавленные руки. Девушка тут же вспомнила, как она катилась вниз по склону и пыталась ухватиться за что-нибудь. «Нужно обработать раны, чтобы не загноились. Иди за мной», — сказал ворон и полетел вперед, а та пошла за ним. Ворон привел ее в комнату, которая пропахла всякими лекарствами и снадобьями. На стене висела полка с различными склянками, колбами и пустыми бутылочками. У стены стоял стол с баночками, коробками. В них были различные микстуры и мази. Он сел на стол и, указав клювом на баночку, сказал: «Вот, возьми эту мазь и намажь свои руки». Девушка выполнила просьбу своего приятеля и обработала свои раны. Оглядывая комнату, она поинтересовалась у него: «А кто это все сделал?» намекая на все лекарства.
Это все он, это наша лекарня. Все это он сделал сам. Он очень часто приходит с ранами и ожогами и сам себя здесь лечит. Мне он позволяет пользоваться всем этим, так что не переживай. Такая большая комната для хранения снадобий и лекарств, с восхищением произнесла она. Я ему по-доброму завидую. А в моей хижине ничего не сохранишь, только сухие травы. В этот момент у нее заурчал живот. Ну все, пошли, покажу тебе еще чего-нибудь, сказал ворон, вылетел из лекарни и полетел вперед, а замарашка последовала за ним. Выйдя из зала с другой стороны, они оказались на мостике, который соединял две башни между собой. Когда девушка прошла немного дальше, то услышала запах вкусной еды. Слюнки потекли, и ее живот снова предательски заурчал. Ворон подлетел к двери другого зала, и она открылась перед ним сама собой. Девушка зашла следом. Оба оказались в обеденном зале. Посреди стоял стол, а на нем всевозможные блюда с едой, соки, фрукты. Всего было достаточно. Ворон сказал: «Кстати, я очень проголодался, пока летал по окрестностям, так что присаживайся, составь мне компанию». Анисия поблагодарила его за приглашение и тоже села за стол. Ворон устроился напротив. Он с таким наслаждением и изысканностью управлялся с едой, казалось, что это не птица, а человек кушает. Анисия удивилась и произнесла: «Ты любишь пищу, приготовленную для людей? А как же пища для птиц? Ведь птицы выкармливают своих птенцов иначе», — спросила его замарашка. «Да, я ем все, что готовят для людей». Он из-подлобья, скрывая улыбку, посмотрел на нее и произнес: «Я не ем птичий корм». Но, девушка покраснела и опустила голову. «Но ведь я тебя кормила», — повторила она и не успела договорить. «Да, я помню, как ты меня кормила сырым мясом, личинками и дождевыми червями. И я помню, как отказывался. Но ведь ты заботилась обо мне, и мне пришлось смириться. Нужно было набираться сил поскорее выздоравливать. Ведь ты тогда ничего не знала обо мне». «Ты действительно не сердишься на меня?» — спросила замарашка. «Нет, не сержусь. Ты спасла меня и вылечила мою руку». Он тут же осекся и быстро сказал: «Вылечила мое крыло». После того, как они поели, ворон предложил ей прогуляться по замку, и она согласилась. Он показал ей все места, все уголки этого огромного и страшного с виду, но такого уютного изнутри замка. «А теперь иди за мной», — приказал он девушке. Он привел ее к последней башне, на которой они еще не были. Это было его любимое место. Сама по себе башня была невысокой. Спереди был вход, а задняя его часть была одним целым с отвесной скалой. Далее скала имела выступ. На этом выступе была ровная площадка, а под ней пропасть. Весь край этого выступа
был огорожен сухими ветками, и это позволяло безопасно стоять и смотреть вдаль. С этой площадки открывался прекрасный вид. Было видно, как в низине горы, заросшие лесом, соединялись с холмами. Далее холмы соединялись с полями, и были видны вдалеке крошечные дома всего королевства. Они стояли вдвоем и смотрели на эту красоту, от которой захватывало дух. Ворон сидел на сухой ветке, а девушка стояла рядом и держалась руками за изгородь. «У тебя есть имя?» — вдруг спросил ворон. «Да. Мама мне говорила, что имя мне они с моим отцом придумали вместе. Они назвали меня Анисия». «Анисия! Какое певучее и красивое у тебя имя!» Он помолчал, а потом обратился к ней по имени. «Анисия, оставайся здесь в качестве гостя. Живи столько, сколько захочешь. Мы ведь с тобой друзья. Мне будет не скучно, и тебе веселей. А если не захочешь больше оставаться, то можешь в любой момент уйти». Анисия посмотрела вниз и как бы сама себе сказала: «А ведь и правда, как я вернусь домой?» — сказала она. «Смогу ли я пробраться через эти густые непроходимые заросли?» Она словно спрашивала саму себя. «Не волнуйся, если пожелаешь уйти, я найду, как тебя туда доставить. Есть у меня один способ», — сказал ворон. «Хорошо», — согласилась девушка и добавила, «только просто так я не могу, ведь ты птица, и у тебя только лапки и крылья, а у меня целых 2 руки. Я много чего умею делать, и я могу хоть чем-то тебе помочь, ну хотя бы по хозяйству». «Карр!» — крикнул ворон в ответ, что означало: «Договорились». Вот уже целый месяц Анисия жила в замке ворона. Они вдвоем, как не разлей вода. Куда ворон, туда и она, куда она, туда и ворон. Они ходили везде по замку вместе, любили бывать на выступе. Замарашка садилась на край выступа, где еще не было огорожено сухими ветками, свесив ноги вниз. Ворон сидел всегда рядом и оберегал ее. Но иногда он исчезал из замка. Анисия не расспрашивала его и не докучала своим любопытством, просто тихо стояла и ждала его на выступе. Конец 6 главы. Мои дорогие друзья, закончилась очередная глава. Вы, наверное, переживаете так же, как и я, за наших героев. Тогда я жду вас в следующем ролике, и мы с вами узнаем, что же произойдет дальше. Наших героев ждут трудные испытания, и они их обязательно преодолеют. А пока подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. А я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Спокойной вам ночи, мои дорогие, и сладких вам сладких снов.